Привет, друзья! Меня зовут Саша Демьяненко, а это мой кулинарный канал Cooking Time. Сегодня будем делать очень вкусный, очень нежный, прям тающий во рту клубнично-сливочный муссовый тортик с нежными воздушными бисквитными, ванильно-бисквитными коржами. Без всяких заморочек, все достаточно просто, быстро. Ну ладно, малюсенькие заморочки есть, но это реально того стоит. И пока есть спелая, сладкая, вкусная клубника, нужно делать такие десерты. И, кстати, здесь также есть варианты, можно и без коржей обойтись, и приготовить этот десерт в виде маленьких десертов в формочках, стаканчиках. Просто насладиться клубничным муссом. В общем, смотрите, сейчас все покажу, следите за руками, поехали! Первым делом быстро выпекаем бисквит. И это действительно быстро и совсем не сложно. Сразу разогреваем духовку до 190 градусов. Собирать свой тортик я буду в небольшом кондитерском кольце. И выпекать бисквит буду сразу в виде заготовок, в виде уже готовых коржей. Мне понадобится один большой корж под размер, под диаметр формы. На бумагу для выпечки наносим трафарет карандашом. И также мне понадобится пара коржей поменьше, которые будут у меня внутри. Для этого использую кольцо чуть меньшего диаметра. Сильно плотно заготовки друг к другу не лепим. Оставляем между ними пространство, чтобы между ними гулял воздух в духовке. Круги нанесли, переворачиваем. И вот по этому трафарету уже будем наносить бисквитное тесто. Сразу смешиваем муку и немного кукурузного крахмала с помощью венчика. Обычно для бисквитного теста белки и желтки взбиваются отдельно, потом смешиваются. Но если у вас есть достаточно мощный стационарный или ручной миксер, можно яйца взбивать целиком. Помещаем яйца в чашу для взбивания. Туда же добавляем сахар, щепотку соли и немного ванильного экстракта. Остальное сделает миксер. На максималках необходимо все взбить до густого, светлого, такого муссового состояния. Ну, можем помогать миксеру, немного пританцовывая. Готово. Вот такая получается густая, светлая масса, еле-еле стекающая с венчика такой толстой лентой. Обычно на взбивание требуется 5-6 минут на максимальной скорости, повторюсь. И видите, еще рисунок какое-то время сохраняется, взбито практически до пиков. Это нам и нужно. И теперь в эту густую, стойкую пену нужно вмешать муку, смешанную с кукурузным крахмалом, обязательно просеивая через сито. Вот так вот сразу по всей поверхности распределяем. И аккуратно, нежно, но тщательно вмешиваем с помощью лопатки. От краев к центру, чтобы не оставалось никаких комочков. При этом движения такие достаточно уверенные, чтобы долго со всем этим не возюкаться. Чем больше мешаем, тем больше уходит воздушность будущего бисквита. Поэтому стараемся все сделать нежно, тщательно и достаточно быстро. Удобнее всего отсаживать тесто будет с помощью кондитерского мешка, чтобы ровно по трафарету. Аккуратно все в мешок перекладываем, стараясь не нарушать воздушность теста. С помощью теста в уголках бумагу пришпандориваем к противню, чтобы ничего не съезжало. И аккуратно по спирали от центра к краям заполняем круги будущих коржей. У меня тут на еще один маленький круг осталось. Сделаю про запас. Теперь необходимо присыпать тесто сахарной пудрой. И лучше сделать это прям в 2 слоя. Прошлись, первый слой как раз впитался. И повторяем. Отправляем противень в духовку, уже разогретую, до 190 градусов. Ставим на средний уровень, режим обычный, вверх-вниз, и выпекаем бисквит где-то минут 15. Следите, он должен подняться, он должен пропечься, начать слегка подрумяниваться, и сверху должна образоваться такая достаточно плотная хрустящая корочка. Вот. Такой красивый получился, начал слегка подрумяниваться, значит готов. И сверху такая корочка. Минуту даем отдохнуть на противне, затем аккуратно с противня снимаем
Также очень-очень аккуратно переворачиваем и отделяем от бумаги. Вот такой получился пористый, прекрасный бисквит. С одной стороны очень нежный, а с другой стороны с хрустящей корочкой. Перекладываем на решетку и слегка присыпаем сахарной пудрой. И когда бисквит слегка подостынет, можно уже подрезать его под нужный размер, прям без ножа, а вот так вот кольцом. Хоп! И у меня получился такой идеальный корж. Возвращаю на решетку. Какой вкусный бисквит. Обалдеть. Бисквит отдыхает, а мы нет. Готовим сливочно-клубничный мусс. В блендер помещаем клубнику, без плодоножек, само собой. Хорошо удаляем, что называется, под корешок. Само собой, лучше всего брать клубнику свежую, спелую, сладкую, сезонную, но без труда можно десерт этот приготовить из замороженной ягоды, что делает его как бы всесезонным. Добавляем сахар или сахарозаменитель. Еще изысканнее и ароматнее десерт сделает цедра лайма. Можно использовать цедру лимона или апельсина, в зависимости от того, что вы больше любите. Но с лаймом, мне кажется, прям вот то, что надо. Натираем цедру на мелкой терке, снимая только самую верхнюю зеленую часть, чтобы ничего не горчило. И обязательно также добавляем немного сока. Ну, во-первых, это придаст такую приятную кислинку, освежающую, а во-вторых, поможет сохранить красивый цвет десерта. Все это необходимо вжихнуть до состояния абсолютно однородного пюре. Готово. Аромат просто бомбезный. И все там очень-очень однородно. Сразу переливаем пюре в какую-нибудь небольшую кастрюлю, ковш, сотейник. Если блендер недостаточно качественно поработал, можно пропустить все разок через сито. Желатин заливаем холодной водой. Хорошо перемешиваем. И оставляем набухать. Пюре тем временем ставим на огонь и прогреваем до теплого состояния. Кипятить, проваривать ничего не нужно, чтобы сохранить свежий вкус клубники. В прогретое клубничное пюре вводим уже разбухший и растопленный в микроволновке желатин. Вливаем, постоянно помешивая. Хорошо перемешиваем, чтобы все идеально разошлось. Переливаем в какую-нибудь небольшую чашку, миску. И теперь эту теплую клубничную смесь нужно остудить до комнатной температуры, даже чуть ниже. Я поставлю в холодильник. Дно формы затягиваем пленкой. Ставим на какую-нибудь ровную подложку и убираем в морозилку минут на 10-15, немного подмерзнуть, чтобы если вдруг у мусса возникнет желание куда-нибудь выползать, он держался там крепко, сразу подмерзая, соприкасаясь с краями охлажденной формы. И взбиваю сливки с небольшим количеством сахарной пудры. Важно не перевзбить сливки, как только появляется четкий рисунок, останавливаемся. Остывшее слегка охлажденное пюре снова переливаем в чашу, в которой удобно будет смешивать его со сливками. Немного перемешиваем, взбиваем венчиком и в 2 шага вводим взбитые сливки. Сначала добавляем треть, тщательно вмешиваем и затем добавляем оставшееся количество. Также тщательно, но аккуратно вмешиваем, чтобы никаких белых разводов не осталось. Смесь должна быть такого однородного розового цвета. Нежная, муссовая масса. Очень вкусная и очень ароматная. Сейчас удержаться, чтобы прям вот так вот все не выесть из чаши. На дно охлажденной формы помещаем корж, хрустящей стороной вниз, вверх пористой. Бисквит я ничем не пропитываю, он очень пористый, получается, мусс в него интегрируется, поэтому нет необходимости чем-то пропитывать. Мне кажется, вот этот вот вкус ванили, легкий вкус ванили, забивать ничем не надо. Сверху выливаем четверть мусса,
равномерно распределяя по форме от центра к краям. И вот тут небольшие заморочки, но, как я говорил, совсем малюсенькие. Для того, чтобы все получилось идеально, укладывая каждый последующий корж, следует мусс слегка подмораживать, так как бисквит не пропитанный, он очень легкий, воздушный, мусс тоже достаточно воздушный, и бисквит просто всплывает. Чтобы в результате маленькие бисквитные коржи не оказались у вас просто вот там вот, под, как говорится, потолком, под верхушкой торта, нужно каждый слой с этим коржом подмораживать в морозилке. Буквально 10-15 минут будет вполне достаточно. Подружаем первый маленький корж. И в морозилку, когда схватится и зафиксируется, сверху снова мусс. Сначала муссом проходимся по краям, А потом сверху коржа. сверху еще один корж И в морозилку. И уже оставшийся мусс. сначала по краям, а затем уже распределяем сверху. И лопаткой или шпателем разравниваем верхушку. И аккуратно переносим кольцо форму в холодильник. На полное застывание, схватывание этого десерта требуется где-то около 4 часов. Можно оставить на ночь. Накройте чем-нибудь, чтобы там в результате у вас ничего в холодильнике не брякнулось на поверхность, на идеальную поверхность вашего тортика. Вообще можно обойтись и одним коржом, сделать только бисквитное основание. Можно даже вообще без коржа обойтись. И вообще, как я приготовил, как я говорил в самом начале, можно сделать десерт в маленьких стаканчиках, формочках, порционно. По желанию также можно использовать в них и бисквит. Из остатков я как раз приготовлю вот этот вот порционный десерт. А в качестве бисквитной прослойки использую оставшиеся у меня обрезки. Когда десерт застынет, схватится, освобождаем кольцо от пленки и сразу ставим торт на тарелку, подставку, основание, подложку, в общем, на чем будете в результате подавать. Кольцо снимается просто немного, слегка прогреваем его феном. Не увлекайтесь, иначе все растает. И снимаем. Вот видите, здесь осталось основание, мусс где-то просочился, где-то нет. Это можно скрыть, дополнительно торт еще и украсив свежей клубникой. Каждую ягодку режем на 4 части, 2 такие пластинки из серединки и 2 бочка. И поочередно вот так вот по окружности выкладываем. Сверху также по окружности можно украсить порезанной клубникой, например, четвертинками. Вот так, тыц-пыц, 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 и одну ягодку в серединку. Вот такая получается красота. Порционные десерты также украшаем порезанной клубникой. Тортик этот лучше есть сразу, совсем долго в холодильнике не хранить, так как используется здесь практически свежая ягода. Если хотите хранить в холодильнике дольше, то тогда клубничное пюре нужно прогреть до температуры повыше. Я обхожусь без этого, так как мне нравится как раз вот этот вот свежий вкус. Ну а если хочется сохранить тортик, сразу его не съели, можно порезать в охлажденном состоянии, упаковать в пергамент и убрать в морозилку. Доставать тогда, когда захочется себя порадовать чем-то клубничным. В морозилке этот десерт может храниться несколько месяцев. Достаем, размораживаем через холодильник и наслаждаемся. Вот такой идеальный, красивый кусочек. Дырочки пористости в муссе говорят о его воздушности. Он, видите, такой подрагивающий. И пахнет свежей клубникой и лаймом. И почти равномерное здесь чередование мусса бисквита. Ну, я же говорю, почти равномерное, так как коржи очень воздушные и все время норовят всплыть. Очень красиво выглядит. Так, где моя вилка? Нежный. Просто обалдеть. Идеально. Все прекрасно. И вот на мой вкус вообще бисквит пропитывать не нужно, потому что мусс настолько нежный, такой немного влажный, что он сам пропитывает этот бисквит. И вот это вот сочетание клубники, лайма, ванили, это просто какая-то идеальнейшая гармония. И все такое нежное. Он просто растворяется, тает. Это какой-то тающий торт. Идеально сбалансированный по сладости. И кислинка здесь прям вот как надо. Это просто
Это просто торт улет, знаете ли. Он реально тает. Даже ничего пережевывать там не нужно. В общем, друзья, ну вы поняли. Срочно, срочнейше, незамедлительно всем надо. Потому что это очень вкусно. И пока есть возможность сделать это из свежей клубники, обязательно надо пользоваться. Потому что это потрясающе. Пойду отрезать себе еще один кусочек. Невозможно остановиться. А может быть и на третий замахнусь. Список всех ингредиентов вы, как всегда, сможете найти в описании под видео. Там же под видео я жду ваши лайки, чтобы на канале быстрее появился следующий видеорецепт. Не забывайте писать комментарии, впечатлениями делитесь, идеи подкидывайте. И обязательно постите то, что готовите по моим рецептам в Инстаграме. Отмечая меня там, я все в сад. Всегда с большим удовольствием смотрю на то, что у вас получается по моим рецептам. И по возможности здесь показываю. Всем желаю отличного летнего настроения, вкуснейших клубничных тортов и вообще всего самого вкусного и позитивного. С вами был Саша, Cooking Time. Пока-пока. Принимать себя таким, какой ты есть. Может быть, и станешь бьюти-блогером. Извини, я рыгнул в процессе. Я, конечно, не могу быть за такой бодипозитив. Женаты ли вы? У меня не было необходимости что-то скрывать. Подходит он вам или нет в сексуальном плане? Я бы выделил эти два канала, а остальное это выбор каждого. Я под кайфом.